Всем привет! Продолжаем играть в Morrowind. Находимся мы в своем поместье в Морнхолде. Вне записи я смотался в Альдрун, забрал там вот такого святошу. Зачаровывать мы ничего не будем, просто чтобы на перезарядку. Дожили, видите, святоша пойдет на перезарядку. Ну, если мы никого не встретим, конечно. Также я создавал несколько таких вот зелий, стихийных щитов. Я думаю, что они мне понадобятся. Ну и поскольку в прохождении основного сюжета у нас наметился перерыв, я думаю, что не лишнее будет нам заняться побочными заданиями. И не всеми, а только некоторыми. Здесь есть поместье Садри, кажется, так. И с ним связано интересное задание. Так, это крылатый гуар. Вот, поместье Садри. В принципе, я на него и смотрю. Вот оно. Давайте сохранимся и зайдем сюда. Здесь мы видим каких-то людей. Но если спуститься вниз и поговорить вот с этой дамой, она говорит, что знает меня, что я один из них, что не провести ее, никогда не наложить свои лапы на это. Она в безопасности от таких, как ты, от всех вас, воров. Здесь тебе нечего делать, убирайся. Ну и дневник у нас дополнен, давайте почитаем. Я встретил Галену Садри. Когда я заговорил с ней, она обвинила меня в том, что я хочу обокрасть ее, и сказала, что моим рукам никогда не дотянуться до этого. Чего этого непонятно. Но мы можем поговорить с ребятами здесь, и они внесут некоторые разъяснения. Сочувствую, что тебе пришлось заняться этим. Она уже давно такая, несколько месяцев. Мы понятия не имеем, что это такое и почему у нее просто паранойя по этому поводу. Любая попытка заговорить с ней на эту тему заканчивается плохо. Вот поэтому мы берем с собой стражу, когда наносим ей визит. Будучи другом ее семьи, я не могу просто взять и оставить ее наедине с ее устройствами. Что за устройствами? Я слышал, впрочем, что ее недавно видели разговаривающей с Элбертом Нермарком. Возможно, он знает чуть больше. Он зачарователь, работающий, но я знаю, в общем-то, кто такой Элберт. Мы с ним уже знакомы и неплохо подружились. Давайте поэтому отправимся к нему без долгих разговоров. Зал мастеров здесь неподалеку. Орков, в принципе, не обязательно надо за собой таскать. Это необходимо? Вот он. Какая у меня замечательная компания. Недоволен пепельными бурями. А насчет Галены Садри? Нет, я не хочу иметь с ней никаких дел. Подожди, что? О, прошу прощения, я подумал, что ты хочешь, чтобы я пошел и поговорил с ней. Да я больше на пушечный выстрел не подойду после того, что произошло. А все было так хорошо, когда она появилась впервые и спрашивала про зачарование и все такое. Но когда она позвала меня посмотреть на эти странные устройства, стало ясно, что это выше моего понимания. Да, я же уже говорил, все началось с простых вопросов. Она появлялась время от времени, вела себя немного странно, спрашивала, что нужно для того, чтобы зачаровать различные объекты. Я полагал, что это ее очередное временное увлечение, пока она не упросила меня зайти в ее поместье, чтобы помочь ей кое с чем. Над чем она работала. Там было больше дюжины этих штук. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Возможно, они были двемерского происхождения. Я подошел ближе к одному из них, чтобы рассмотреть получше, и эта штука ударила меня очень сильно. Понадобилось несколько часов, чтобы к моей левой руке вернулась чувствительность. А когда я споткнулся и упал, и слышал, как она истерически смеялась. Она была расстроена, что они недостаточно сильны. Но когда я немного отошел, она попытался спросить ее, чем это она занимается. Она впала в ярость, обвинила меня в том, что я шпион, что пытался что-то украсть у нее,
и выгнала меня из поместья. С тех пор я с ней больше не разговаривал. И, откровенно говоря, не очень-то и хочется. В общем-то, понятно, дневничок дополнен. Ну, тут ничего нового. Видимо, нужно вернуться. Так, тут наши ребята что-то подзастряли, я смотрю, на проходе, как всегда, блин. Это необходимо? Идем обратно в поместье. Но здесь мы видим вот этого чувака, который куда-то зачем-то направился. Он вообще должен стоять возле поместья. Ты, говорит, должен что-нибудь сделать. Я просто вышел подышать свежим воздухом, а эта чертовка... вернее, чертова дверь захлопнулась за мной. Несколько минут назад оттуда доносились ужасные крики. Но теперь все тихо, и никто не отвечает, когда я барабаню в дверь. Мы должны как-то попасть туда. Давай посмотрим, что там такое случилось. И где наш орк? Он опять не добежал. Блин. Телепорт телепортом, видите, а вот в таких местах при переходе из локации в локацию он, конечно, немного тупит. Так, замок уровня 90, но в принципе здесь... Так, разбивателя. Дверь это, как бы сказать, никому не принадлежит, можно... Подожди, а что такое? Можно совершенно свободно ее вскрыть. Наверное. Замок уровень 90. И ординатор идет в нашу сторону. Так. Почему не срабатывает? Открыть 100 пунктов. Удаленная цель. Что, неужели мне понадобятся эти... Блин. И зачароваться нечем. Давайте, знаете, призовем так чисто кого-нибудь в жертву, чтобы зачароваться. Допустим, вот это колечко. Или вот это. Посмотрим, что влезет. Призовем мы что-нибудь простое, например, духа предков. Только сначала надо оставить орка. А то сейчас начнется здесь замес. Никому не нужно. Давай-ка ты мечом поделишься своим. И мы этим мечом заковыряем духа предков. Все, длинные клинки подросли. Кстати говоря... Подожди, а где? Блин, я не то сделал. Друзья, я сделал не то. Прошу прощения. Снова. То есть я заключение не наложил. А наложил баф. Все, вот теперь удачно. Сохраняемся. И пробуем зачаровать колечко. Например, вот это. Но здесь только единичка, поэтому вот это. Отпирание. Прикасание давайте попробуем. Не вылазит. К сожалению, в колечко не вылазит. Блин. У меня предметов-то никаких нет для зачарования. Вот что-то не думал я, что мы встретимся с такой херней. Отмычку надо искать. У меня вроде бы отмычек нет никаких. И где бы им взяться, да? Можно попробовать на базар сходить, поискать там. Может, там кто-то продает. А хотя, знаете, нет, можно еще вот здесь вот, наверное, посмотреть. Вот в этом вот крылатом гуаре, может быть, здесь кто-нибудь продает. В таких местах обычно тусуются всякие
сомнительные личности. И у них может быть то, что нам надо. Но, видимо, нет. Сыграю в панцире. В чем дело? Так, этот не разговаривает, этот игрок. Понятно, значит, здесь нам не продадут. Это тетка квестовая. Полагаю, могу уделить нам пару минут. Эти ребята все квестовые. Ну, шанс есть, что на базаре нам что-нибудь такое продадут. Но тоже далеко не факт. Блин. Так хотел спокойно пройти побочное задание. Безо всяких лишних вот этих геморроев. И все вроде бы у меня есть, да, то есть свиток крутой. Кого бы тут спросить? Ну, это какой-то оружейник. Здесь тоже вряд ли. Краткость сестра Талантуса. Да. Ну, блин, не возвращаться же мне в Вальдрун из-за этого. Там-то у меня есть отмычки. А где здесь ее купить? Так, это у нас не то. Это арсенал. Книга торговля. Может быть, ростовщик нам поможет, которого мы удачно женили? Нет, я не вижу здесь у него такого ничего. Вот еще один ростовщик. Но он тоже такого не продает. У него, кстати, есть крутая рубашка. Может попробовать ее зачаровать. Но тогда... Блин. Ну, пока не будем. Давайте посмотрим еще вот здесь. Тут, кстати, тоже одежда. Но похуже. Кстати, нет, тоже есть такая же рубашка на 120. И 5000 у нее. Так, ну что, выбора нет. Придется мне зачаровывать рубашку. Вот такую вот. Давайте скинем цену еще сильнее. Так, и пробуем. Значит, вот таким вот образом. Отпирание. Но если и это не поможет, то я даже не знаю. 100 пунктов. Ну, тут 30 достаточно. Рубашка слишком крутая. А давайте-ка мы рубашку про запас оставим. А зачаруем вот такую вот штуку. Не буду торговаться. Вот эта рубашечка попроще. При касании. Вот. Были, конечно, у меня штаны. Но я их выложил. И они, по-моему, были на удаленную цель. А, 30... Фу ты, блин, друзья. Моя ошибка. Но придется святошу расходовать тогда. Придется расходовать святошу. Слушайте, ну что-то не задалось у меня сегодня. Сегодняшний эпизод как-то начинается не очень хорошо. Ну, я должен победить это дело. Да, при касании. Те же 30 пунктов. Ну, зарядов до хрена. Все-таки это святоша. То же самое название. Шанс теперь 100%. Все, возвращаемся в Готсрич. Так, вот туда. Здесь так и не прибрали, видите, валяются эти фабриканты.
Так, вот сюда нам, по-моему, нужно, да? Да. Используем нашу рубашку. О, а так работает. Очень странно. Рубашку переодеваем. Возвращаем нашу. Забираем орка. И идем туда. Наконец-то. Сохраняемся. Так, а здесь что-то произошло, да? А здесь, смотрите, мертвый ординатор. Высший ординатор причем. Комплект брони, конечно, мне бы хотелось у него забрать. Что-нибудь на него надеть для прикрытия наготы, но у меня ничего нет с собой. Броню придется пока просто выложить. Ну, вдруг трупик исчезнет. Броню эту потом можно будет подобрать. Не знаю даже, зачем она мне. Игра у нас близится к завершению. Ну, пусть оно здесь лежит. В любом случае я всегда смогу это забрать. Так, пробежимся тут по контейнерам. Все же мы не просто так сюда зашли. 50 уровня. Ну, давайте. Ничего ценного. Всякое утварь эти вот я уже не буду лутать. Вот разве что вот эти редкие ингредиенты. И мы видим, что здесь появился люк в канализацию жилого района. Сохранимся и зайдем туда. И посмотрим, что у нас тут. А тут у нас тело. Тело Тадеры Андулес. Но она стояла там в доме. Дневник дополнен. Ничего у нее нет интересного. Здесь наверху тоже вроде бы ничего интересного нет. Насколько я могу судить. А в дневнике написано, что я просто обнаружил. Она умерла от того, что кто-то перерезал ей горло. Забытая канализация. Так, забытая канализация. Тут в основном все, видите, закрыто, все проходы. Но мы видим, что есть в полу люк, который мы не можем открыть, потому что вот эти ящики мешают. Ну, нормальный человек просто взял бы эти ящики и передвинул. Но игра такого нам сделать не позволяет. Здесь решение более хитрое. По игровым меркам, конечно же. Так, дальше тут мы никуда не пройдем. Тут есть вот такой вот вентиль. Так, ну прежде чем мы его будем крутить, мне бы хотелось наложить на нашего орка дыхание под водой. Потому что этот вентиль открывает вот такую вот воду. И мы можем, собственно, занырнуть в этот люк. Здесь у нас тоже затопленное место. Нужно мне тоже самому подышать. Так. Есть у меня вообще? Конечно, есть. Плывем мы вот сюда. И выходим на сухое место. Так, и вот здесь уже интересно. Здесь вот такие вот устройства, вот можно их видеть на полу, они шарашат, не помню чем. Но давайте сохранимся на всякий случай и попробуем подойти к ним поближе. Так, ну вот в скрытности они меня не дамажат. А вот орка нашего будет дамажить, потому что он, конечно же, ни в какой не в скрытности. Но вроде бы мы выжили. Вот тут еще два таких же. Давайте сохранимся и попробуем просто пробежать. Ну, удачно получилось. Я принял на себя весь удар. И чуть не отъехал. Поэтому мы лечимся. Где у меня мое сердечное лечение?
Сохраняемся. Еще одна такая же срань. Ну, давайте попробуем. Все-таки прилетело. Так, а куда тут идти, я вот не очень помню, если честно. Ага, смотрите, как тут какая ловушка интересная. Давайте-ка мы оставим орка пока что. Я прихватил свой посох Магнуса. Используем его. Сохранимся. Попробуем посмотреть, что у нас тут. Эбонитовый топор, посох, ну и всякое такое. В принципе, не зря мы сюда зашли. Но в плане дороги здесь тупик. Поэтому нам нужен другой проход. Вот туда вот. Здесь снова эта пакость. И можно заметить, там в самом конце стоит, по-моему, она там стоит, наша вот эта вот Галена Садри. Сохранимся. Еще разок я использую посох. И попробуем просто пробежать. А где орк? А вот он. Так, ну здесь тоже не все так просто. Призываем мы алчущего. Сохраняемся. И бежим тупо в атаку. Она сразу же нападет. Опять ты. Ха, я избавилась от других. Никто из вас не получит его. Это все мое. Я же сказала тебе, все мое. Она атакует стрелами с параличом. Видите? Довольно успешно это делает. Призываем мы Святошу. Всех она парализует довольно-таки удачно. У меня даже не знаю, паралича-то вроде бы и нет никакого. Чем ее так ошарашить? Ну, можно усмирить попробовать, конечно же. У нас же есть усмирение. Надо еще попасть по ней, умудриться. О, и уровень у меня вдруг. Так, ну усмирение сработало. Сейчас надо подождать, пока спадет паралич сорка. Мы будем обновлять пока что усмирение. Так, а меч я ему не отдал, да? Ну, логично. Молодец. Так, усмирение. Усмирение все же будем держать. Ой, паралич на нее проходит. Это хорошо. Давайте еще призовем Сумрака. Раз уж я с орком затупил. Пусть они ее долбят. Ну, я присоединюсь. До хрена у нее, надо сказать, защиты. Так. Забегала. Давайте-ка снова усмирение. Так, ну и всех в параличе. Слушай, ну молодец она. Прямо молодец. Можно перепризвать, в принципе, Сумрака. И даже алчущего можно перепризвать. А то что они в параличе стоят? И обновляем усмирение. А то что-то она больно резвая. Святоша пропал. Долго они ее что-то долго ковыряют. Все, отъехала наконец-то. Слушайте, ну я, конечно, молодец. Отобрал меч и не вернул.
Так, но у нее почти полный комплект стеклянных доспехов. Собственно, это и есть награда, то, что на ней. И уникальная вот такая вот булава порока с эффектом при ударе уменьшения красноречия. Непонятно зачем. Вот они, эти стрелы, с параличом аж на 20 секунд, причем по площади, смотрите, 20 футов. И отравлением еще дополнительно. Довольно сильным, кстати. В принципе, я могу их забрать. Также доэдрический длинный лук. Броню эту забираем. Больше, насколько я знаю, здесь ничего нет. Ну, давайте так пробежимся на всякий случай. Довольно большое помещение, но совершенно пустое. Что она тут охраняла, не совсем понятно. Кроме вот этих вот устройств, которые шарашат молниями, ничего здесь нет. Сохранимся и давайте пробежим. Ну вот они бьют, ну так. Именно как будто бы заклинанием. Так. А вот сюда нам, да? А эти бьют по-другому. Другой принцип у них срабатывания. Ой, тихо. А есть у меня лечилки? Че, нету, что ли? А, вот есть. Немножко похилимся. Сохранимся на всякий случай. Часть, видите, я поглощаю, но иногда все-таки урон проходит. И здесь снова придется плыть. Хотя, что я туплю-то, друзья? Мы же можем отправить просто нашего орка на плазу. Ну и сам я тоже, соответственно, могу божественным вмешательством вот таким вот образом. Но надо доложить товарищу, который там бродил по улице, о том, что мы разобрались с этой ситуацией. В принципе, вот это поместье тоже можно было бы использовать в качестве дома. Но задание довольно замороченное. И домик поменьше, чем тот, который наш. О боже, бедная Тадера, бедная Галена. Если бы мы только могли что-нибудь сделать для нее. Но я понимаю, у тебя не было выбора, тебе пришлось защищаться. Ты сделал все правильно. Она потеряла чувство реальности и не смогла даже узнать тебя. Если она вообще кого-либо могла узнать, не вини себя. Я даже и не собирался. Давайте заглянем в наш домик. Выложим все лишнее. Пока что вот так вот в нашего другана. Стрелы эти я оставлю. Мало ли что. Вдруг опять мне захочется пострелять. Ну, еще есть у нас здесь побочное задание, которое мне хотелось бы тоже выполнить. А это театр. Находится это все дело на базаре. Поэтому направимся туда. В принципе, и с этим товарищем можно поговорить. Спровоцировать его. Но он недоволен пепельными бурями тоже. Просит денег, но денег мы ему не дадим. Разговаривать с ним никакого смысла нет. Дневник дополняется, а он недовольно ворчит. Ну и надо ждать. Здесь тоже идет как бы отложенное задание такое. Так, а здесь у нас театр. Театр вот он. Ну, это, видимо, режиссер. Приветствую, Бретон. Я Мерин Атралес. Атралас, точнее. Основатель морнхоллских актеров. Да, я угадаю, ты пришел, чтобы посмотреть на нашу постановку ужаса замка Ксир. Что ж, мне очень жаль, но я должен сообщить, что сегодня мы не даем представления. У труппы есть собственная драма, которая заботит нас больше всего. Понимаешь, как раз тогда, когда мы хотели начать спектакль, у нашего ведущего актера Тарвуса Билета приключилось расстройство желудка, и мы не можем никого найти ему на замену. Я бы сам вышел на подмостки, но мой опыт крайне необходим за кулисами.
Поэтому мне и приходится стоять здесь и говорить людям, что спектакль сегодня, скорее всего, не будет. Ох, если бы только удалось найти кого-нибудь похожего на Тарвуса. Подожди минутку, Бретон. Понимаешь, ты очень похож на Тарвуса. То есть Тарвус, это, судя по имени, это Данмер, а я как бы Бретон. Но тем не менее, я думаю, у меня найдется работа для тебя, говорит Мерин Атралас. Мерин. Что скажешь? Не хотел бы ты сыграть роль в нашем спектакле? Роль Коловидеса, капитана имперской стражи. Отлично, Бретон под личиной Данмера играет капитана имперской стражи. Но, тем не менее, мы соглашаемся. В общем-то, он дает нам книжку. Книжку нужно почитать. 2 минуты у меня на это есть. Давайте по-быстрому пробежимся. Но здесь важно реплики просто заучить. Добрый вечер, хозяин дома. Возможно, не возражаете, если я войду. Как вас зовут? Когда твой хозяин уехал из Кат-Ануда? Ты знаешь Шлендера по имени Сулк Харифа. Он мертв. Библиотека. Мне говорили, что таковы все толвани. Про пыль. Варвим. Человека арестовали. Осмотрю дом. Потайные ходы. Так. Так. Торфанг. Ну, вроде бы все. Вроде бы я так примерно помню. Давайте поговорим с ним. Отлично, ты как раз вовремя. Начинаем спектакль. Все, что ты должен сделать, это пройти через вон ту дверь. Подойти к своей отметке в центре ковра, рядом с Гурерин. Спокойно стоять там и читать свою роль. Проходи через дверь, не мешкая. Это очень важно. И будь внимателен, публика очень хорошо знает текст. И я буду учитывать все твои ошибки. Давай, одна нога здесь, другая там. Я надеюсь, что я помню более-менее текст. Давайте сохранимся. Призовем алчущего. Это будет изюминка в нашем представлении. Выходим. Добрый вам вечер, Сир. Так. Нет, Сир, тут только я. Мой хозяин Седура Кена, Делвани, Хордальф, Сир, в своем зимнем поместье. Я могу вам чем-то помочь? Так. Вовсе нет, Сир. Пожалуйста. Могу я предложить вам немного книг? Так. По-моему, нет. Анара, Сир. Скатануда, да, вот это. Уже больше 2 недель. Вот почему я одна в замке, Сир. Все прочие служанки и рабы, которые были нужны его милости, уехали вместе с ним. А что-то не так? Сулк Харифа. Нет, Сир. Не знаю никого с таким именем. Нет, это я что-то не очень помню. По-моему, второй вариант. Вилик? Как странно. Думаю, может, мой хозяин его знал. Но, знаете ли, Эшлендер и дом Телвани... Ну, простите, Сира, если я чего не так скажу, только вряд ли они были друзьями. Так, про библиотеку, да? Пожалуйста, Сира, идите куда хотите. Нам тут прятать нечего. Мы верны империи. Мне говорили, что таковы все толвани. Ну, это прикольно, да. Так, ну и нападение происходит. Благо у нас есть кому заступиться. Мы призываем Святошу. И, в общем-то, наблюдаем.
Доэдрический у него. Что это? Даже не знаю. Вакидзаси, наверное. Скоро мы это узнаем. Что-то святоша долго ковыряется. Тетку бы не задели. Ребятишки. Давайте призовем еще Сумрака, раз такое дело. Что он жирный какой-то. Пока идет битва, я, пожалуй, расскажу. Я тут исследовал возможность протащить нашего орка в заводной город. Ну, это можно сделать только одним способом, с помощью консоли. И вот не знаю, уместно ли будет такое прохождение именно с помощью консоли, или самому пробиваться. Да, это Вакидзаси. Напишите свои мнения по этому поводу. Стоит ли заморачиваться? В принципе, можно и так, без консоли, но испытать орка в таком сложном задании было бы интересно. О мой бог, да, я видел, что произошло. Надеюсь, ты сможешь простить нас. Мы знали, что удар ассасина рано или поздно будет нанесен. Понимаешь, у нашего ведущего актера Тарвуса недавно было, как бы это сказать, непристойное свидание с дочерью дипломата Телвани. Дипломат застал их в самый разгар действия и поклялся отомстить. Так как Тарвус часто меняет место жительства, мы знали, что атака должна произойти во время представления, когда дипломат будет уверен в местонахождении Тарвуса. Надеюсь, что раз ты смог ликвидировать ассасина, дипломат не будет больше пытаться. Я знаю, что услуги Морок Тонг очень дороги. Приношу свои извинения, что пришлось использовать тебя подобным образом. Но я надеюсь, ты поймешь, что это было необходимо. Ах да, что ж, я все-таки намерен заплатить тебе полностью. Посмотрим, за время представления я не заметил ни одной твоей ошибки. Весьма впечатлен. Твои актерские способности определенно нуждаются в улучшении. Как могу. Вот, возьми это золото и этот амулет, который повысит твои актерские способности, когда тебе это понадобится. Спасибо еще раз и надеюсь, что ты сможешь простить нас. 2000 монет, амулет многословия. Так, что за амулет? Давайте посмотрим. Где он вообще? Амулет многословия. Что-то я не вижу его. А, вот. Нет. Могучих ударов. Вот. Красноречие 20-30 на 30 секунд. Ну, такое себе. И цена всего 120. Ну, в принципе, мы, я считаю, самые интересные побочные задания здесь выполнили. Все остальное не особо интересно лично мне. Поэтому даже не знаю. Уже время близится к развязке. И вот вопрос с консолью хотелось бы все-таки прояснить. И там даже проблема не столько в том, чтобы протащить орка. Ну, консольная команда как бы и все. Проблема там в том, чтобы его дотащить до финальной схватки. То есть там сложности именно с прохождением. Объективные сложности. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.